Здравствуйте, дорогие друзья! Самое сложное при подготовке подборок такого рода – сортировка игр. Сейчас осталось очень мало проектов, которые можно уверенно отнести к тому или иному жанру. В этой подборке вы увидите лучшие аркады, платформеры, раннеры и даже игрушки на выживание. Так что будет интересно, освобождайте место на своих устройствах и устраивайтесь поудобнее. У нас всегда есть во что поиграть. Совершая покупки через интернет, обязательно пользуйтесь кэшбэком. Благодаря надежному и проверенному сервису Мегабонус вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки. Работает он более чем в 300 магазинах. Разумеется, присутствует удобное расширение для браузера, которое позволяет даже отслеживать посылки. Устанавливается оно в один клик. Вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве вознаграждения Мегабонус дарит до 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом у друзей кэшбэк не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. Жанр «пальцем тыкай по врагам» довольно распространенное явление на просторах App Store в Google Play. Но несмотря на, казалось бы, столь банальный геймплей, попадаются довольно интересные проекты вроде Battle Group. На протяжении 30 миссий необходимо будет уничтожать пиратов, прокачивая и ремонтируя свой корабль, и вовремя вызывая поддержку. Графика звезд с неба не хватает, геймплей банальный, а вот хардкорности хоть отбавляй. Правда, реализовано это по большему счету благодаря жесткому донату. Трудный уровень пройти-то можно будет, не вкладывая средств, но попадать по противникам придется филигранно точно и невероятно быстро. Не были бы разработчики столь жадными, немного разнообразили бы геймплей и подкрутили бы графику, играло бы в проект куда больше игроков. Разработчикам на заметку. Get Me Out Tahe предлагает стандартный набор двухмерного аркадного шутера-платформера от третьего лица и с видом сбоку. Тонны пришельцев ожидают получения качественных люлей от чела, который не возжелал оставаться в качестве препарированного подопытного. Пора валить с тарелки, а в этом должны помочь главному герою именно вы. Сюжетная составляющая подается в виде юмористических диалогов. Есть система комбо, боссы, огромный зверинец, ряды которого нужно зачистить и куча оружия. В игрушке запомнилось несколько вещей. Высокий уровень хардкорности и безграничный энтузиазм разработчиков. Проект бесплатный и монетизируется лишь за счет рекламы, не отображающейся в оффлайне, и дополнительно приобретаемого бонусного контента, который никак не влияет на геймплей. Так что кончайте, пробуйте и оценивайте. Корни этого платформера ведут в те годы, когда вы, скорее всего, мало того, что не родились, так еще и в проекте не было. 1983 год, как-никак. А сейчас мобильные магазины увидели некогда очень популярную игру Load Runner. Суть игрушки – собрать золото на уровне. Да так, чтобы избежать встречи с роботами. Уничтожить машину никто не даст. Но при помощи ловкости рук и лопаты можно делать дела и выходить из воды сухим. Проект неплохо оптимизировали под современные тенденции и получилось более чем играбельно. И что самое главное – бесплатно. Вы когда-нибудь видели действительно крутые раннеры с сюжетом, отличным саундтреком и невероятно хардкорным, но дико затягивающим геймплеем? Как минимум один теперь будет на вооружении. По сюжету рыжую девочку похитили инопланетяне, и нам, как бравому работнику офиса, предстоит спасти возлюбленную. Несмотря на то, что здесь не так много локаций, каждую из них вам предстоит выучить как свои 5 пальцев. Прежде чем вы, даже несмотря на большое количество жизней, доберетесь до их конца. Все это сопровождается очень приятной и детализированной графикой, с классной анимацией и заправленной бодрой музыкой, которая таки не хочет покидать пределы черепной коробки. Игрушка стоит $50, но то количество удовольствия, которое вы получите во время и даже после ее прохождения, вас точно не оставит равнодушными. Тем более игрушка проходится далеко не так быстро, как может показаться. Невероятно драйвовый и затягивающий платформер Hyper Switch удивил оригинальным симбиозом геймплея и музыки. Фоновые треки написаны таким образом, чтобы вы в нужный момент отбивания бита совершали определенные действия, а это смена цвета главного героя и прыжки. Противоположный цвет с преградой пропускает сквозь нее, а одинаковый отталкивает, причем в зависимости от расположения препятствия это может играть как в плюс, так и в минус в текущей обстановке. Разумеется, есть и предметы, которые нужно огибать. Приходится постоянно подстраиваться и быть предельно внимательным и быстрым. Несмотря на то, что графика простенькая, перестаешь обращать на нее внимание буквально через несколько минут, максимально сосредотачиваясь на безумно увлекательном игровом процессе. Для игроков доступны 2 мира с несколькими локациями. Третий мир уже предоставляется за $1. По большей части игрушка монетизируется за счет рекламы. С Hyper Switch веселое времяпровождение вам гарантировано.
Нашлось в нашем списке место и играм на выживание. Разработчики вселенной Don't Starve портировали дополнение Shipwrecked для iOS и Android. Основные отличительные особенности от оригинала – путешествие по воде, смена погодных условий, новые персонажи, зверинец, конечно же, и сюжет, истоком которого стало крушение корабля. Наша главная цель – выжить, и сделать это будет крайне сложно. Световой день короткий, а ночью выползают твари. Подготовиться к прохождению никак нельзя, потому как каждый раз весь мир генерируется заново. Кстати, сам процесс загрузки довольно продолжительный, даже на производительных смартфонах. В остальном готовьтесь к быстрому поиску, крафтингу, проявлению смекалки и очень сложному геймплею. К сожалению, проект доступен только для одиночного прохождения и имеет немаленький ценник при отсутствии русской локализации. Мистер Jump S можно считать эталоном среди двухмерных платформеров. Игрушка имеет на борту довольно внушительное количество очень сложных и затягивающих уровней. Легкий и ненавязчивый таймкиллер позволяет не только качественно убить время, но и проверить нервишки на стрессоустойчивость. Потому что когда до финиша остается всего несколько процентов и вы попадаете на препятствие, боль испытывается просто невыносимая. Проект бесплатен, но имеет рекламу, которая, кстати, не отображается в офлайне. Залипнуть в Mr. Jump S можно надолго. Имеется и первая оригинальная часть. Это вам на заметку. Kick-Ass Commandos — это очень крутая, сложная и разнообразная аркада с олдскульной графикой, огромным количеством миссий, невероятным драйвом и корнями, ведущими в Steam. Олдскульные геймеры запустят и прослезятся, потому как 90% игр времен Денди выпускались именно в таком веселом и непринужденном формате. Нам предстоит в гордом одиночестве высаживаться на вражескую территорию с пушкой наперевес и в буквальном смысле слова высекать все живое, попутно выполняя задания, высвобождая товарищей и, разумеется, управляя ими. Конечно же, будут и боссы, куда же без них. Игрушка не дешевая, но оправдывая потраченные на нее средства на все 100%. Игровая кампания огромнейшая, чистого игрового времени очень много, плюс никакого надоедливого доната или рекламы. Все по-честному. Аркада, платформер, квест, игра дополненной реальности – все это киду. Во время игры вам предстоит вертеть устройство в разные стороны, дабы в пространственной перспективе изменить расположение платформ для постройки правильного пути, по которому уже будет следовать главный герой. Шикарная графика, сюжет, куча замысловатых локаций, довольно интересные задачки, задействующие возможности акселерометра и просто приятное времяпровождение, стоит потраченных $2. Всего доступно 5 разных миров и 14 уровней локаций из разных цивилизаций, начиная с самой древней цивилизации майя и до культуры Востока. А еще есть специальный уровень, выполненный по технологии дополненной реальности, что заставит вас почувствовать всю силу AR и рассмешит тех, кто будет наблюдать за вашим игровым процессом. Игрушка Ninja Arashi откровенно удивила. Потрясающий платформер с элементами RPG рассказывает историю ниндзя Араши, у которого убили жену и похитили сына. На протяжении 45 уровней, рассредоточенных по 3 мирам, мы будем со скрупулезной точностью запоминать все ловушки, расположение тайников, повадки солдатов темной армии и тщательно прочесывать каждую локацию в поисках бонусов. За заработанные очки нужно будет прокачивать навыки ниндзя по 4 фронтам. Несмотря на то, что проект двухмерный, все отрисовано скромно, но симпатично. Аудиоаккомпанемент также на высоте. Игрушка действительно не отпускает до самого конца. Конечно, хотелось бы побольше уровней. Проект абсолютно бесплатен, надобности в донате нет. Разработчики просто красавчики. На этом все. Традиционно в описании я оставил все нужные ссылочки на скачивание. В комментариях можете делиться своими любимыми проектами. Если оказалось мало, обязательно посмотрите предыдущие подборки, в которых я собирал лучшие игры по другим жанрам. За 2017 год. Некоторые будут опубликованы в ближайшее время. С вами был Вадим Ищенко на канале Протек. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.